Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Космос всегда привлекал внимание человечества. Стремление познать таинственные глубины Вселенной стало одним из главных стимулов научного прогресса. Исследования астрономов открывают нам удивительные факты о звездах, галактиках и структуре пространства, в котором мы живем. Но что произойдет, если мы заглянем за пределы известного? В области, где лишь начальные обрывки информации открывают грандиозные тайны. В этой истории мы расскажем о невероятном открытии – гигантской стене на краю Вселенной, а также о значении данного факта для понимания Вселенной в целом. Астрономы и ученые с настойчивостью исследуют уголки космоса, наблюдая за звездами и галактиками. Возвышающиеся туманности, сверкающие звезды и загадочные черные дыры наполняют небо тайнами, которые ждут своего открытия. В ходе своих исследований они наткнулись на нечто поразительное – светящуюся стену из галактик, известную как «Стена Южного полюса». Стена Южного полюса состоит более чем из 100 тысяч галактик и содержит квадриллион звезд. Однако расстояние до этой удивительной структуры достигает 500 миллионов световых лет, и путешествие к ней займет около 73 тысяч лет. Стена простирается на 1,4 миллиарда световых лет, делая ее одной из самых крупных известных структур Вселенной. Но несмотря на свои огромные размеры, ее сложно увидеть из-за яркости нашей родной галактики – Млечного Пути. Обнаружение стены произошло благодаря красному смещению, что подтвердило существование этой массивной структуры и изменило наши взгляды на космическое пространство. Кроме стены Южного полюса, астрономы также открыли Великую стену Геркулеса. Она превосходит по размеру даже свою южную сестру, достигая более 10 миллиардов световых лет. Это открытие приобрело особую важность, так как оно меняет наше представление о распределении материи в космосе, показывая, как галактики группируются и формируются в величественные структуры. Открытие произошло с помощью гамма-всплесков, мощных явлений, которые придают еще больше интереса к изучаемым объектам. Это подчеркивает, что Вселенная полна неожиданных сюрпризов. В пределах изучаемых астрономами структур находится группа квазаров, диаметром в 4 миллиарда световых лет. В этой группе насчитывается 73 квазара, каждый боишься из которых содержит сверхмассивную черную дыру. Излучение квазаров в десятки раз сильнее излучения всех звезд нашей галактики, что делает их важными объектами для изучения астрофизических процессов. Ученые предполагают, что изучение групп квазаров может помочь понять, как формируется и эволюционирует большая часть материи, которую мы наблюдаем в космосе. Структура нашей Вселенной очень сложна и многообразна. Она состоит из местных групп галактик, сверхскопления Девы, Ланиакея и комплекса сверхскоплений Рыб-Кита. В наблюдаемой Вселенной насчитывается более 500 миллиардов галактик и 1 миллиарда триллионов звезд. Эта внушительная цифра поражает воображение и бросает вызов всем прежним представлениям о Вселенной. Но существуют и пустоты, разделенные нитями галактик, такие как сверхпустота Эридана, которая может быть результатом взаимодействия вселенных. Исследование этих пустот позволяет ученым оценить влияние темной материи и темной энергии на структуру Вселенной. Существует теория параллельных вселенных, которые могут быть связаны через червоточины в черных дырах. Эта концепция поднимает вопрос о возможности альтернативных реальностей и путях соединения разных миров. Это невероятно интригует, так как такие предположения открывают горизонты для дальнейших исследований и способствуют пониманию нашей позиции в бескрайних просторах. Возможность существования других реальностей может коренным образом изменить наше понимание природы бытия и концепции времени и пространства. Понять, где находится Земля в рамках этой чудовищной структуры, необходимо изучить эволюцию астрономических моделей. Ранее считалось, что Земля является центром Вселенной – геоцентрическая модель. Однако с переходом к гелиоцентрической модели, в которой планеты вращаются вокруг Солнца, мир увидел новый путь к пониманию своей структуры. Переход от геоцентризма к гелиоцентризму не только изменил астрономическое восприятие, но и оказал влияние на философию, искусство и науку в целом. Это показывает, насколько глубокими могут быть последствия астрономических открытий. Млечный Путь, наша галактика, играет центральную роль в этих исследованиях. Voyager 1, знаменитый космический аппарат,
передал фотографии Млечного Пути, который имеет форму сплюснутого диска. Наша Земля находится на его окраине, вблизи рукава Ориона. Последние исследования показывают, что Млечный Путь не является идеальным шаром, а скорее похож на гигантский блин. Это открытие позволяет астрономам более точно оценивать массу галактики и ее динамику, а также понять, какие силы действуют в нашей галактике. Исследовать Млечный Путь – это долгий процесс, требующий преодоления огромных расстояний. В XVIII веке астроном Уильям Гершель начал это путешествие, создав первую карту нашей галактики. Несмотря на всю тщательность, ее точность оставляла желать лучшего, и только позже исследования показали, что межзвездная пыль скрывает звезды в центре Млечного Пути, придавая им окружность. Это явление объясняет, почему весомые частицы и звезды в галактике менее заметны, чем они есть на самом деле. Гершель открыл не только Уран, но и более 2000 туманностей, проложив путь для последующих изучений. Его работа легла в основу понимания строения нашей галактики и представила новые горизонты для астрономического сообщества. Значительный вклад в астрономию сделала Генриетта Левит, обнаружившая связь между яркостью цефеид и скоростью их пульсаций. Эти пульсирующие звезды стали важными эталонами для измерения расстояний в космосе, позволяя астрономам более точно оценивать масштаб Вселенной. Работа Левит помогла не только определить расстояние до многих небесных тел, но и вывести формулы, которые стали основополагающими в астрономической практике. До 1920-х годов существовало мнение о том, что Млечный Путь – единственная галактика во Вселенной. Однако с открытием других галактик, таких как Андромеда, мир осознал масштаб своей родной Вселенной. Харлоу Шепли, известный астроном, открыл скопление старых звезд вокруг центра Млечного Пути, установив, что наша планета находится на его окраине в 26 тысячах световых лет от центра. Такие открытия поставили под сомнение все ранее сложившиеся взгляды на место нашего земного мира в космосе. Значение, которое имеет миссия Гайа для астрономии, трудно переоценить. Космический аппарат, запущенный в 2013 году, соберет данные о миллиарде звезд, создавая наиболее полную карту нашей галактики. Это даст астрономам возможность лучше понять динамику и эволюцию таких гигантов, как стены Южного полюса и другие структуры. Завершение этой миссии может стать важной вехой в истории астрономии, открывающей новые горизонты понимания и способствующей новым открытиям. Открытия в космосе продолжаются, человечество становится все более стремительным к раскрытию тайн мироздания. Мы живем в уникальное время, когда космонавтика и астрономия делают шаги к пониманию нашего места во Вселенной, а новые технологии открывают двери к стратегиям и методам, о которых мы лишь мечтали. Задача, стоящая перед научным сообществом, заключается в том, чтобы продолжать исследовать загадки, которые оставила нам природа. Важно помнить, что наблюдение за ночным небом и изучение космоса – это не просто научный интерес, но и стремление понять наше происхождение и будущее. Все это подчеркивает необходимость дальнейших исследований, которые могут изменить наше представление о мире и о месте, которое мы занимаем в бескрайних просторах Вселенной. Будущее астрономии и возможности человечества в его изучении остаются безграничными. Открытия в космосе продолжаются, человечество становится все более стремительным к раскрытию тайн мироздания. Мы живем в уникальное время, когда космонавтика и астрономия делают шаги к пониманию нашего места во Вселенной. А новые технологии открывают двери к стратегиям и методам, о которых мы лишь мечтали. Важно помнить, что наблюдение за ночным небом и изучение космоса – это не просто научный интерес, но и стремление понять наше происхождение и будущее.